Привет, меня зовут Павел. Ты находишься на канале Территория татуировки. В этом видео подробно разберу, как делать контур. Поэтому смотри внимательно, и будет тебе счастье. Научу тебя делать офигенные полоски. Первым делом, что мы делаем, это переводим трансфер. Прямо для самых-самых новичков берете бумагу, берете ваш распечатанный эскиз. Главное, что нужно тебе понять, не стесняйся размеров. Чем больше размер, тем круче. В данном случае мы ограничены одним днем, поэтому я выбрал максимально большой размер, который успею сделать за один сеанс. Итак, берем папочку. Если у тебя есть папочка, тебе не обязательно даже иметь стол. Все, у тебя папка есть, бумага есть, кушетка есть, все, что нужно для работы. Итак, берем обычную трансферную бумагу, берем наш эскиз в хорошем размере и начинаем вырисовывать. Как следует нажимаем. Почему как следует? Потому что если вы слабо давите, у тебя получится слишком светлый трансфер, и он довольно быстро сотрется у тебя с кожи твоей модели. Хочу обратить твое внимание, что я рекомендую использовать именно трансферную бумагу для начинающих мастеров. Почему трансферную? Потому что если вы будете использовать машинный трансфер, он у вас довольно быстро будет стираться. Все начинающие мастера грешат тем, что слишком быстро теряют трансфер. Это первый момент. Второй момент. Если ты перевел изображение при помощи трансферного принтера, ты сразу все перевел, и все, ты можешь начинать работать. Но во время сеанса ты будешь тупить. А для начинающих мастеров очень важно настроиться, максимально настроиться на работу и все проанализировать. Поэтому, если ты ручками все это делаешь, ты уже знаешь, что будешь делать сначала, что будешь делать потом и так далее. И во время сеанса ты уже не тупишь и не высаживаешь своего клиента, типа что ты завис. Потому что ваши клиенты, они слишком внушаемые, они... Если вы задумались о чем-то, они думают, что у вас что-то не получается, вы в чем-то не уверены и так далее. И это все считывается и передается туда-обратно, и такой не сильно классный вайб получается. Ну и вторая рекомендация для начинающих мастеров и, возможно, даже для мастеров, кто татуирует первый, второй год. Что мы должны сначала сделать перед тем, как начать татуировку? Итак, можете, не знаю, поставить видео на паузу и написать в комментариях. Итак, правильный ответ – нет, не перевести трансфер, не начать делать татуировку, не взять машинку, не взять иглы, а составить себе план на работу. Потому что если вы это делаете все без плана, сначала взяли одну иголку, почеркали другую иголку, почеркали третью иголку, почеркали, запутались и в целом потратили больше количества времени. Вот, поэтому планом нужен для, первое, экономия времени, и второе, чтобы не тупить во время сеанса, не тупить, не зависать во время сеанса и не совершить какую-то ошибку. И составить план на работу, положить его перед собой, это нисколько не зашкварно. Это могут использовать даже мастера с хорошим опытом, чтобы ничего не пропустить, ничего не забыть. В данном случае, что мы сначала будем делать? Контур разными иголками 3 RL, 7 RL. Дальше я буду все это утолщать иголкой 5 RS. И следующая, третья стадия, я буду закрашивать. Темные участки тоже 5 РС. И обратите внимание, вот эти вот две стадии, стадии утолщения 5 РС и закрас 5 РС, они экономят небольшое количество времени. Я не скачу с иголки на иголку. Я этой же иголкой провожу третью стадию. Потому что 5 РС это волшебная иголка. Ей можно и ужирнять линии, ей можно и закрашивать какие-то небольшие участки. Как раз вот сюда я подберусь этой 5 РС легко. И так далее. Обрати внимание, что когда мы обводим линии, еще раз говорю, нажимаем хорошо как следует, но не так, чтобы прямо режете бумагу. Далее, и если мы обратим внимание вот на эти тени, то тени размечаете просто каким-то пунктиром, чтобы не запутаться, где у вас линии, где у вас идут тени. Ну, в данном случае это какая-то кровавое месиво. Далее, что мы делаем, чтобы трансфер легче лег на кожу, там, где есть возможность, подрезаем. Так он лучше ляжет. Смотрите, если я вот это пятно разрежу, ничего страшного с этим не будет. То есть пятно, оно есть пятно, чуть левее, чуть правее и так далее. Но, разумеется, хвост я не буду разрезать на две части, потому что его стыковать придется. А вот такие вот пятна легко можно резать. Особенно вот здесь вот. Вот, по форме тела так ляжет все лучше. Следующий лайфхак для тебя, если хочешь, чтобы трансфер лег еще лучше, немножечко, я говорю немножко, если сбрызнешь слишком дофига, то у тебя он просто разъедется. Немножко брызнули с другой стороны, так бумага ляжет на кожу лучше. Далее что делаем? Обрабатываем антисептиком для того, чтобы все обеззаразить и чтобы трансфер держался лучше. Освежись. Вот, как следует распределяем антисептик, чтобы точно все у нас было. Чтобы все было. Итак, я нанес специальный трансферный гель на кожу.
Трансферный гель может быть абсолютно любым, потому что он примерно одинаково выполняет свои функции. Что Sensile Stuff, что трансферила и так далее. Но я повторюсь, что лучше использовать профессиональные гели. Не дезодоранты, там, не мыло. Не нужно экономить, не нужно зашкварить. Распределяем гель как следует по коже с большим запасом. То есть у вас не должно оставаться вот таких вот моментов. Почему? Чтобы у вас трансфер не стирался. Слишком мало геля — это плохо, потому что трансфер у вас плохо переведется. И слишком дофига геля — это тоже очень плохо. Обратите внимание, я перевожу, растираю гель с большим запасом. Почему? Потому что ошибка многих, у них все здесь хорошо перевелось, а здесь у них нифига не перевелось, потому что они забыли сбоку нанести гель. Поэтому пусть лучше вы сделаете это с большим запасом, но у вас точно все переведется, и вам не нужно будет ничего заново дорисовывать. Как следует растираем. Все. Дальше переводим наш трансфер. Если у вас хороший глазомер, вам не обязательно прямо там брать, рисовать маркером на человеке. Обратите внимание, татуировка у нас может быть либо спереди, либо сбоку. Вот эти вот средние варианты — это не самый лучший вариант и в плане композиции, и в плане того, если девушка захочет в будущем сделать себе сюда татуировку, у нее здесь уже занято. Сюда захочет сделать, тоже занято. Поэтому переводим четко сбоку. Как следует прикладываем. Самое главное в нашем эскизе — это портрет девушки и змея. Поэтому мы начинаем от центра. Обязательно начинаем от центра. И уже от центра начинаем разглаживать. Потому что если вы будете фиксировать трансфер с боков, то я покажу, что у вас получится. Вот если вы будете сбоку фиксировать трансфер, то у вас изображение вот так вот исказится. Ничего хорошего из этого не будет. Поэтому самое главное — зафиксировать центр, а потом уже разгладить на бочины. Если у вас вот здесь вот произошло какое-то небольшое смещение, это не так критично, как если бы это у вас произошло на портрете. Вот. Далее, на что еще следует обратить внимание. Трансфер мы переводим обязательно в естественное положение. Будь то бедро, будь то рука, будь то спина и так далее. Чтобы трансфер не искажался. Потому что если вы, предположим, переводите трансфер на спину, человек садится, ладно, окей, возьмем бедро. Если мы будем переводить трансфер в сидячем положении, и потом девушка встанет, изображение ваше будет смотреться вот так вот. И это не сильно круто. Поэтому все делается в естественном положении. Обязательно. Это очень-очень важно. Ну, окей, исключения могут быть и руки. Вот в крайнем случае, вот если говорить про предплечье, то чтобы оно у вас никак не двигалось, ну окей, зафиксируйте вы его на холдер. Все остальные участки, особенно если мы говорим про бедра, если мы говорим про спину, про бочину, все делается в естественном положении. Все. Обратите внимание, трансфер мы зафиксировали. После этого ждем минут 15-20 минимум, чтобы он закрепился на коже. Что значит закрепился? Чтобы он вот так вот у вас не стирался. Потому что чем дольше он у вас закрепляется, тем лучше он у вас будет держаться во время процесса всего татуирования. На что еще я хочу обратить внимание. Бывает так, что заходишь в социальных сетях на страницу к какому-то тату-мастеру, и там у него в статусе, там, ВКонтакте или в Инстаграме написано, что я офигенный тату-мастер с большим стажем работы. Смотришь на его работы, ну, вроде, в принципе, неплохо, но он размещает изображение. Вот сейчас вот повернись, пожалуйста, вот так вот. То есть, почему девушка смотрит в попу девушки? Это не всем правильно. То есть, окей, предположим, если бы у нас здесь не было змеи, был просто портрет. Заходишь таким лицам на странице, и они говорят, что я офигенный тату-мастер. Но почему у тебя, ты располагаешь изображение так, что вот здесь получается самые скучные места, а персонаж смотрит тебе в зад? Почему вы изображаете, не знаю, изображение, но вот эти вот вообще максимально элементарные какие-то вот моменты, которые мы даже на курсах еще с первого дня проходим на теории, это вообще просто no comment. Это вы должны даже и без курсов знать, кто хочет заниматься татуировкой, вот эти вот, ну это максимально логично. Если вы располагаете изображение вот так вот, короче, как-нибудь, то вам стоит задуматься, то есть стоит ли вообще вам бить татуировки или нет. Логично, что изображение наше всегда смотрит
либо на зрителя вот так вот, на зрителя, либо в центр. То есть девушка не должна нюхать мою подмышку. Вот, она смотрит в центр. Исключение может быть только передняя часть бедра, предположим, передняя часть бедра. Если мы говорим про боковую часть, то изображение всегда смотрит на зрителя. В том это касается и голени. Приступаем к нашей работе. Обратите внимание, я расположил эту девушку так, как удобно мне, но неудобно вам, как зрителю. Много иголок на моем рабочем месте, но я покажу вам сегодня две стадии, как делать контуры и как сэкономить ваше время. Сделать просто контур, сделать ужирнение и потом этой же иголкой для экономии времени покрасить. Поэтому сегодня будем разбирать всего две иголки, это 7RL и иголки 5RS. Для тех, кто любит спрашивать в комментариях, что же это за иголочки, это квадрон. На самом деле можете использовать самые любые иголки, но я предпочитаю иголки квадрон. Очень важный момент по расположению. Не стесняйтесь располагать вашего клиента так, как удобно прежде всего вам. Если мне неудобно отсюда работать, что я могу сделать? Могу взять ногу через леску перебросить. Вот, я к девушке стал в 2 раза ближе, и мне максимально удобно работать. Если мы позовем крутого мастера, кто специализируется в онлайне и так далее, занимает первые места на фестивалях, и скажем ему делать так татуировку, скорее всего у него получится херня по той причине, потому что у него нет хорошего упора рук. А упор рук в татуировке крайне важен, поэтому не стесняйтесь надавить на вашего клиента, потому что самое главное, чтобы удобно было вам, а не клиенту, потому что если вы делаете так, чтобы клиенту было максимально удобно, вам нифига не удобно, потом вам клиент за это же и предъявит. Поэтому, если вам девушка говорит во время сеанс татуировки: Павел, я раньше сама работал с клиентами, я знаю, что прежде всего должно быть удобно клиенту. К сожалению, в татуировке так не работает. Если вы ему на бочине делаете татуировку, то он все время должен во время сеанса так растягивать свое брюхо. По той причине, да, ему не очень это удобно, но на самом деле вы экономите так большое количество времени, и болевые ощущения у человека намного меньше, потому что вы долбите его иголкой не 4 часа, а 2 часа. То есть вы делаете так человеку лучше. Поэтому самое главное, чтобы удобно было вам. Далее, если какие-то небольшие кардинальные изменения, вот так чуть правее, чуть левее, двигайте сами человека. Не нужно говорить: а сделай ногу так, а сделай ногу так, а сделай ногу так. Я просто девушку вот таким способом просто немножечко поднадоем ей, поэтому если кардинальные изменения, да, то просите. Если какие-то небольшие, вот так вот, то сами вертите человека как удобно вам. Иголку открываем при клиенте. Обратите внимание, подложил я подушку, чтобы было максимально удобно работать. Так кожа еще сильнее растягивается, и так татуировка становится ближе ко мне. Поэтому можете экспериментировать с подушкой, можно экспериментировать без, но я рекомендую перед сеансом заранее забарьерить подушку, чтобы можно было работать и так, как удобнее вам. Вот, мне намного удобнее работать с подушкой. Берем краску и начинаем вести линию. Перед началом, как следует, кожу растягиваем. Как можно кожу растягивать? Можно вниз бумажное полотенце сделать. И вот здесь вот вы как следует нажали. Человек должен прямо чувствовать ваш нажим. Как следует нажали, и между этим натяжением вы ведете линию. Второй вариант. Вы растягиваете здесь рукой в две стороны. Здесь положили руку. Хорошее должно быть натяжение. И начинаем вести линию. Мы плавненько входим. Нет такого, что мы на нах ставили, провели линию и вот так вот достали. Клиенту будет это, во-первых, не очень удобно, и это будут не самые красивые точки входа. Поэтому плавненько входим, ведем линию из точки А в точку Б с одной и той же скоростью, с одной и той же глубиной входа. Никуда не торопимся. Если вы видите, что у вас рука скальзывает, можно остановить линию и как сделать наложение так, чтобы у вас не получилось некрасивого стыка. Специально я вам показываю. Ведем линию с другого края. И тут плавненько входим, обязательно заходим на другую линию. И тоже плавненько входим. Как следует кожу растянули. Плавненько входим. Ведем линию из точки А в точку Б с одной и той же скоростью, с одной и той же глубиной входа. Стираем аккуратно уголочком, чтобы трансфер не размазывать.
Прежде чем бить вот такие вот большие линии, я рекомендую начинать с небольших, чтобы привыкнуть к типу кожи человека, потому что даже мастеру с опытом нужно привыкнуть к расположению и потому, как вкрашивается краска в человека. Вот, обратите внимание вот на такой вот момент. Здесь у нас будет покрас, поэтому какие-то вот такие вот моменты не критичны. Но в любом случае, даже вот на этих участках вы должны стараться и отрабатывать моменты. То есть, если посмотрим на вот этот участок, то он не безупречный. Обратите внимание, что на начальных этапах левая рука, которая у вас растягивает кожу, должна очень сильно уставать с непривычки. Как следует кожу растягиваем. Если у вас рука не устала, значит вы кожу растягиваете плохо. Покажу тебе, как наращивать линии. Если у вас есть линия здесь и здесь, разумеется, вам невозможно провести линию всю в один проход отсюда до сюда. Что мы делаем? Начинаем не отсюда вести линию, а начинаем вести линию там, где она только начинала заканчиваться. Вот отсюда. Примерно отступаем миллиметров 5 и плавно входим. И здесь мы дошли уже до того углубления, которое у нас и было. Все. Продолжаем вести линию. Плавно из точки А в точку Б с одной и той же скоростью, с одной и той же глубиной входа, не торопясь. Смотрите, обратите внимание, я дохожу до этого участка и плавненько вывожу линию и делаю небольшое наложение. И плавно мы выходим. Стираем. Тоже аккуратно уголочком, чтобы не терять трансфер, который у нас рядом находится. Итак, в итоге, какой должен быть вылет иглы и как правильно работать в притоп или с вылетом. Что значит притоп, я напомню, это когда у вас полностью вся иголка входит под кожу и когда вы носиком ведете по поверхности. Это один из правильных вариантов, но я так не люблю работать, если мы говорим про большинство лайнворщиков, те, кто работает в лайне, в графике и так далее, и кто занимает из них призовые места на тату-фестивалях, большинство из них работают с вылетом иглы. Что значит с вылетом иглы? Это значит, часть иголки у нас входит под кожу, часть иголки у нас остается на поверхности. Какой может быть вылет иглы? Правильный ответ: вылет может быть любой. Некоторые мастера делают его чуть ли не 2 сантиметра. Разумеется, так можно людей резать, но, разумеется, профессионалы они полностью эти 2 сантиметра в человека не вхерачивают. Нет, они делают любой вылет иглы, но под кожу они входят на 1,5 миллиметрика. Как делаю я и как делают большинство мастеров, они делают примерно вылет миллиметра 3-4 и 1,5 у них вход под кожу, 1,5 на поверхности, примерно 50 на 50. Сразу говорю, что что-то по линейке измерять не нужно, потому что чем больше вы стараетесь что-то измерить, вымерить, тем хуже у вас получится. Поэтому примерно делаем все на глаз, смотрим на перчатку, смотрим на белый фон фона и примерно смотрите, чтобы у вас вылет был примерно миллиметра 3-4. Если мы сейчас пройдемся по студии, посмотрим, как работают мастера, профессионалы, и посмотрим, у кого какие татуировки есть, вы обратите внимание, что нету ни одной безупречной контурной работы. Везде где-то есть небольшое недопробитие, татуировка требует коррекции, либо небольшой подплыв, потому что это что? Потому что это ручная работа и потому что это кожные особенности организма. Как бы вы офигенно не татуировали, сколько бы вы ни занимались татуировкой, у вас все равно будут не идеальные контуры, но наша задача какая? Нивелировать количество этой херни. То есть я ни в коем случае не защищаю портачников, когда у вас подплытие там на всю руку или на все бедро идет, когда у вас там лютые вот такие вот перебитие, недобитие, вот такая вот дорожная разметка, вот когда у вас вот такой вот контур на человеке. Конечно, нет. Я говорю в рамках разумного. И если мы делаем татуировку, предположим, где-нибудь на груди, и я подхожу к ключице, я не беру, не достаю иголку и ничего там не перенастраиваю. Я просто беру, немножечко подосаживаю иголку и здесь работаю более лайтово, более аккуратно. Ошибка многих начинающих мастеров, что они ведут линию слишком быстро. Когда они ведут линию слишком быстро, получается недопробитие, особенно при полном заживлении. И второй неправильный вариант, это когда они слишком медленно ведут, либо когда они залипают на одном месте. Что происходит?
в этом случае. Человек либо залипает на одном месте, он уснул, либо слишком медленно ведет линию, но иголка-то продолжает вдавливать ту окраску. И получается, что эффект каменных палаток, наложения, они распаются, и у нас получается перебитие. Ну, грубо говоря, когда вы стоите на одном месте, либо залипаете, иголка в кожу слишком много пигмента вносит, и у нас получается подплытие. Так делать не нужно. Но еще раз хочу обратить твое внимание, что основная ошибка начинающих мастеров, что они ведут линию слишком быстро. Вот сейчас максимально обрати внимание, с какой скоростью я веду линию, вот это в принципе допустимо. И на будущий лайфхак, когда у тебя уже будут офигенные хорошие контуры, когда ты в себе уверен, ты можешь чуть-чуть увеличить вольтажик, запомни, я говорю чуть-чуть, иголка работает быстрее, за счет этого ты можешь немножко быстрее вести свои линии. А теперь максимальное внимание на скорость ведения линии. Следует кожу растянули, плавненько входим, ведем линию с точки А в точку Б с одной и той же скоростью, с одной и той же глубиной входа. Никуда не торопимся. Обратите внимание на скорость ведения линии. Рука у меня не плавает выше-ниже. И плавненько выходим. Законтурил нижнюю часть работы я иголкой 7RL, и сейчас на этом же участке я вам покажу, как работать иглой 3RL, как прорисовывать детализацию, и потом покажу вам, как можно уширнять линии. Но перед этим напомню вам, что очень важно, удобно работать. Если у вас татуировка на этом участке, не нужно мучиться и вот так вот подлазить, у вас так ничего хорошего не получится. Как сделать так, чтобы вам было удобно на этом участке бить? Просто просите девушку, чтобы она... Главное правило татуировки, вам должно быть удобно работать, это первое. И второй момент, татуировка у нас в 90% случаев начинается снизу вверх, справа налево, чтобы что? Чтобы не стирать трансфер, потому что если вы будете работать вот так вот, вы своей рукой весь трансфер потеряете. Итак, обратите свое внимание, вот здесь у нас все равно все будет закрашено черным, поэтому детализацию мы прорисовываем на вот этих вот светлых участках. Прорисовываем детализацию при помощи тоненькой иголки 3RL. Сразу говорю, что копировать один в один вот эту вот каждую детальку нет смысла. У нас был стажер, который выполнял работу, состоящую полностью из точек. И он говорит, а куда ставить точку? А там их, не знаю, сотни. Я говорю, ну ставь где на эскизе. И он реально пытался по какой-то системе координат проставить каждую точку. Но это нереально. Если вы будете каждую вот эту вот детальку копировать, вы потратите на сутки больше времени, но от этого татуировка у вас лучше не станет. Поэтому вот когда у вас есть вот такой вот трошак, то здесь что можно делать? Импровизировать. Делайте все по форме, чтобы у вас получалась интересная фактура. Вот здесь можно, например, шип обогнуть. Раз, плавненько вышли. Еще раз повторюсь, не надо делать так, что сильно иголку вставили, провели и достали. Нет, вы плавненько входите, как самолет садится, едем по взлетке и еще более плавненько выходим, как самолет залетает. Плавненько вошли, вышли, вошли, вышли. Здесь не имеет значения прямо насколько у вас будет идеальный контур, потому что здесь мы прорисовываем фактуру, детали. Где-то у вас он может немножечко не пробиться, где-то немножечко, наоборот, будет чуть потолще. Где-то вы специально его немножечко можете утолстить, специально, потому что здесь мы работаем с фактурой. Где-то можно там точки поставить до там и так далее. Вот, тонкие полоски рисуем. Самый главный момент, плавненько вошли, плавненько вышли. И не забывайте, что вы не роботы, вы не обязаны копировать картинку один в один. Ясно, понятно, что основные ключевые моменты, да, вы переносите, то есть портрет и так далее. Но вот эта вот фактура и детализация, вы можете сделать ее даже интереснее, чем непосредственно на самом эскизе. Следующая стадия, мы можем ужирнять линии. Чем можно ужирнять? Например, иголкой 5RS. Также обратите свое внимание, что нам не нужно ужирнять везде. Мы можем ужирнять, вот здесь, видите, толстая линия.
ужирнять только на светлых участках, потому что черные что? Потому что черные все равно будут закрашены. Вот, поэтому иголку РС можно смело использовать для ужирнения и для покраса. И эти две стадии мы расположили рядом, чтобы нам лишний раз не менять иголку. Мы просто взяли все, что нам нужно, ужирнили, и потом этой же иголочкой взяли и все, что нам нужно, покрасили. Итак, тоже кожу как следует растягиваем, как удобно вам. Как следует прямо почувствовали натяжение. И также проходимся по второму разу. Обратите внимание, что слишком здоровый вольтаж ставить не нужно, иначе вы можете так перетравмировать кожу. И слишком много раз по одному месту вводить иголкой тоже не нужно. Какой нужно ставить вольтаж? В зависимости от производителя, потому что каждый производитель на своей машинке указывает необходимый вольтаж для работы. Но плюс-минус не стесняйтесь, если у вас вольтаж рекомендованный такой, то вы можете, если у вас плохо пробивается, чуть его увеличить или чуть поменьше сделать. Поэтому не стесняйтесь играть также с вольтажиком. Вот. И после того, как вы этот участок уже ужирнили, вы видите черный шип, вы видите вот здесь черные участки. Что можно делать? Сразу же этой иголкой 5RS это все можно будет. Сразу же этой иголкой 5RS это можно будет закрашивать. И иголка 5RS, как я уже сказал, несмотря на то, что это волшебная иголка, ей можно и контурить, и красить, она также может подобраться в самые вот эти вот тоненькие участки. Ей очень хорошо прорисовывать детализацию, все детальки. Надеюсь, это видео оказалось для тебя полезным. Смотри другие наши видео по контурам, эволюционируй, и будет тебе счастье. Самое главное, не стесняйся делать больше и больше татуировок. Если ты начинающий мастер, то больше вкатывай искусственный кож. Если ты мастер уже с небольшим опытом, то бери побольше моделей. Да, если какие-то крутые интересные проекты, ты, возможно, будешь делать на них скидку. Но самое главное, чтобы ты делал крутые работы, чтобы можно было пополнить свое портфолио, отточить технику. С вами был Павел, канал Территория Татуировки. Жду от вас обратную связь. Всем счастья!